Он не ведает вообще, что творит. Последняя встреча была, он с газовым баллоном набрасывался. Вы к ребенку, типа, приехали, да, навестить? Возник конфликт, словесный конфликт. Он поднял на меня руку, ребенка по голове. Сильно ударил, она заплакала, ее начало рвать. Он не пускал нас в дом. Ничтожество. Так, стоп. Смотри, что ты сделал. Я ребенку травму не наносил. А кто нанес? Мать и нанесла травму. Несмотря на все конфликтные ситуации, он от вас секс требовал? Да. Вас посадят в тюрьму, ребенка отдадут ему. Он отец Миланы, и это навсегда. Ну, это понятно. Так в каких вы отношениях с Кристиной? Защищаю от отчима. Он сломал ей нос. Но пока отчим не в тюрьме, он с вашей мамой к нам приехал сюда. Давайте их выслушаем. Добрый день. 8-летняя Вероника панически боится, что ее выгонят из дома. 4-летняя Милана начала лысеть на нервной почве. Кто довел детей до такого состояния? Вот в чем вопрос. Ужас какие. Сегодня в нашей студии Карен Тунян из Москвы. Карен, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Что у вас случилось? Устал бороться с беззаконием, нарушены мои права как отца и как гражданина нашей страны. А с кем боретесь? Борюсь с матерью ребенка, с Боржовой Кристиной. А теперь поподробнее рассказывайте, что случилось. Познакомился с ней в начале 2018 года. В интернете познакомились, начали общаться. Так получилось, что встречались. В мае она забеременела. Я от ребенка не отказывался, то есть вплоть до самой беременности я ей помогал. За месяц... До родов вы имеете в виду? Да, за месяц до родов. За месяц до родов я привез ее в Москву, чтобы она родила ребенка в нормальных, достойных условиях. Она ребенка благополучно, спокойно родила. И спустя недели-две у нас возник скандал, и она уехала жить к своим родителям. Месяц я о ребенке ничего не знал, то есть она со мной связь не поддерживала, не реагировала на мои призывы к тому, чтобы я общался с ребенком. Но через месяц она сама вышла со мной на связь, видимо, поняла, что нужно участвовать обоим родителям в жизни дочери. Или деньги просто понадобились? Ну уж простите за такой вопрос. Да нет, это вполне правильный вопрос. Это тоже. Я начал финансово ее обеспечивать. Все, что необходимо, то есть достаточно мне было ее слова. То есть мне нужна там определенная сумма денег. Я эту сумму денег переводил, не спрашивая, зачем и для чего. О каких суммах идет речь? Эти суммы росли в арифметической прогрессии. Соответственно, все началось там с сумм, 15-20 тысяч. В месяц? Да, в месяц. Дальше эта сумма выросла до 50 тысяч рублей. И вы все равно платили? Когда эта сумма выросла вот до той суммы, которую я вам озвучил, у меня возник резонный вопрос. Маленький ребенок, грудной, будь добра, подскажи, куда эти деньги? Ребенку нужно. А сейчас вот скажите, какой легальный статус у вас? Вы сказали, что ваши права нарушены. Значит, какие-то суды были? Были суды, да. Я решил законодательно определить свой порядок общения, и я прекрасно понимал, что она подаст встречный иск на алименты. Ага, понятно. Вот. Так и произошло. Место жительства ребенка вы не оспаривали? Место жительства ребенка я не оспаривал, ребенок прописан у меня. Определен только порядок общения? Определен только порядок общения. Какой? 2-4 суббота каждого месяца с 2 до 7 вечера. Далее там также определены такие моменты. Кристина обязана уведомлять меня за сутки посредством там любых каналов связи о готовности передать мне ребенка в ответ на мой запрос, который я ей направляю. Также Кристина обязана все вопросы, связанные с ребенком, решать со мной. Роман, вы как адвокат, скажите мне. Вы с самого начала пути вместе, да? Нет. Карен обратился ко мне с вопросом в связи с тем, что он был привлечен в качестве, на тот момент, подозреваемым по 2 уголовным делам за угрозу убийством. По заявлению, соответственно, Боржовой Кристины. Она сказала, что я угрожал ей прострелить голову, убить. Все доказательства, которые она пыталась предоставить и предоставляла, они какого-либо объективного характера не носили. Они были отчасти вымышленные, а отчасти именно ее, в том числе и поданные ее доказательства, соответственно, предоставили нам возможность в дальнейшем прекратить данные уголовные дела. А почему 2-то? Как могут быть 2 одинаковых? Разные события. То есть, 2 раза угрожал. Скажите, а у вас не возникла идея написать заявление о заведомо ложном доносе, раз так обстоятельства? Естественно, у нас мы планировали написание данного заявления, однако
после прекращения уголовных дел в отношении Туняна сам дознаватель Муромского отдела полиции вынес постановление о выделении в отдельное производство материалов непосредственно по вопросу совершения боржового преступления. Мы с Кристиной же пообщались, и она объясняет, почему ребенок с ней и почему она не дает вам с ним общаться. У Миланочки раньше были очень длинные волосики, пышные, достаточно густые. Но вот 2 месяца назад я стала замечать, что у ребенка местами стали выпадать волосы. У нее появлялись прям вот такие вот залысины. Ребенку поставили диагноз гнездная аллопеция. Как врачи мне объяснили, что это связано с тем, что ребенок регулярно находится в стрессе, потому что Карен, он не ведает вообще, что творит. У нас все встречи проходят в присутствии приставов, полиции, понятых. Вот этот товарищ приехал с кем-то друзьями, снимает ребенка на видео, ребенок плачет. Нет. Сейчас, я говорю, ты будешь общаться с уполномоченным по правам ребенка в России. Карен набрасывается на меня. Дайте полицию сразу вызвать. Последняя встреча была, он с газовым баллоном набрасывался. Он газовым баллончиком при детях возьмет. Ну это вообще же, это же ненормально. Карен Аркадьевич, давайте не будем себя так вести. Ясно? Идите домой. Все, тихо, не плачь. В один из дней он просто закатил скандал на ровном месте. Дети начали плакать. Я хотела выйти просто из дома на детскую площадку, чтобы он успокоился. А у меня Милана, вот как сейчас помню, была вот на этой руке. И я потянулась за дверку, а он ударил кулаком. Хотел по руке, в итоге он промахнулся и ударил ребенка по голове. Ребенок тоже получил черепно-мозговую травму. Я действительно боялась, что ребенок просто может умереть. Но мне обидно за детей. Я единственное, что хотела, чтобы у ребенка был отец. Чтобы она узнала своего папу, узнала родственников. Сейчас я, честно сказать, я очень устала. Карен, он не дает жизни. Я хочу спокойно жить. Вот я и мои девочки, мне больше ничего не надо. Ну, из ее уст звучит все очень Да, убедительно. Карин не просто дала нам интервью, она приехала в студию. Давайте ее позовем. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень хочется теперь вашу версию послушать. У вас были серьезные отношения с Кареном? Вы планировали семью, детей? Ну, да, конечно. Просто он сказал, что вы просто встречались, и ребенок случайно получился. Ну вот да. Изначально были одни отношения, были одни мысли о будущем. Сейчас я узнаю совсем другое. Когда я родила Милану, какое-то время он даже заботился, проявлял заботу. У меня так достаточно непростые были роды, тяжелые. И после родов я себя очень плохо чувствовала. У меня был пониженный гемоглобин, давление низкое. И Карен помогал, он Милану качал на ручках, успокаивал. Краем уха я услышала, что родители ему говорят, это не по-нашему, не по-армянски, что это такое? Ты ночью ребенка качаешь, помогаешь, с утра идешь на работу. Ему это было неприятно, а он срывался на мне. И последняя была ситуация, он поднял на меня руку и на ребенка. Я сидела в комнате, у меня было окошко открыто, даже не на проветривание, а на микро, И я кормила грудью, накрыла еще сверху пеленочкой, Он начал меня орать матом. Ты вообще что с открытым окном ребенка кормишь? Я встала и хотела выйти на улицу, на площадку погулять. Думаю, успокоится он, успокоятся дети, дабы не раздувать дальше конфликт. Но он меня не выпускал из дома. И в момент, когда я стала открывать дверь, хотела выйти в подъезд, он ударить хотел мне по руке, получается, на правой руке держала Милану. Он задел, промахнулся ребенку по голове. Достаточно сильно ударил, она заплакала, ее начало рвать. Я поняла, что у ребенка сотрясение. Он меня даже не выпускал в больницу, даже меня забрал все телефоны. Он мне не давал вызвать скорую. Находилась в доме мамы его. Видать, она тоже нервничала, но она не влазила, потому что у них это не принято. Мужчина всегда прав, женщина должна молчать. И маме вызвали скорую. И я выбежала из комнаты в зал и попросила, чтобы осмотрели ребенка и забрали нас в больницу. Нас забрали в больницу, отвезли. И нам сказали, что нужна госпитализация. Он говорит, у вас вещи с собой есть какие-то? Я говорю, у меня нет ничего. И они предложили, что вы можете поехать домой.
мы напишем вам документ, что плановая госпитализация, утром приедете, дома поспите, ну, все соберете вещи. В принципе, я так и планировала сделать. Я поехала с детьми домой. Когда я приехала с детьми туда, домой, он нас просто не пускал в дом. Я стояла на пороге ночью, это был 1 час ночи. Вот, Вероника уже засыпала, она устала, дети голодные. Я тоже не могу ребенка покормить, потому что, как вы понимаете, чтобы женщине покормить ребенка, ей нужно покушать самой, да, чтобы молоко было, ну, питательное. Я вызвала наряд полиции. Вот. Я растерялась, я не знала, как в такой ситуации поступить. Полицейские сказали, что чисто по-человечески, говорят, ну, это животные так даже не поступают. Но по закону вы там не прописаны, вы не можете туда войти, только прописано там Милана. И они предложили, говорят, поехали к нам в отдел, вот, там побудете. Собственно говоря, вот я там Милану в отделе на столе переодевала, потому что ее надо было поменять. Они меня завезли в магазин, в ночной, мне там купила памперсов, там салфеточки влажные. А вы заявление тогда написали? Да, я написала тогда заявление. Что он ударил малышку? Да. Мама с сестрой вашей, я не знаю, правда или нет, то, что рассказывала ваша несостоявшаяся супруга, но они утверждают, что они очень сильно скучают по девочке, хотя на порог не пустили. Для меня как-то это странно. Давайте послушаем их. Когда Милана к нам приезжала, это в возрасте от года до 3, мы очень любили с ней на площадку выбираться, вот на эту. Милаш, балдеешь? Ну, ее, в общем, отсюда было не оторвать. Ей нравилось проводить время со мной, с бабушкой. А для бабушки Милана это, ну, сокровище самое главное. Это мама, моя мама, мама Карена и бабушка Миланы, Мария Суреновна. Давайте я вам покажу Миланину комнату. Мы просто ждем, что ребенок приедет. Комната будет полностью переоборудована под нее. Вот здесь мы планируем организовать для ребенка рабочее место. Здесь будет, соответственно, детские вещи. Вот эта кроватка у Миланы. Вот Миланина сонная, которая она очень сильно, прямо без нее никак. До сих пор мы храним ее. Мы все ждем, когда она приедет. Уже 2 года скоро. Ребенка не видеть, за руку не держать, не гулять с ней. Я вот, когда мне очень грустно, я могу вот так вот взять фотки мою любимую внучку и смотреть долго-долго. Я думаю о ней. С ней вот так вот общаюсь. Может, она слышит меня. Ну, она меня не забыла, я так думаю. Внучка-то моя, Миланочка, как ты выглядишь? Тебе уже 4 годика. Бабуля тебя не видит, за руку не держит, не обнимает, не целует. Слезы у меня все время. Вот когда ты приедешь, тогда бабуля не будет плакать. Бабуля крепко обнимает и ждет тебя. Кристина, я все-таки хочу понять судьбу заявления, потому что вы говорите в этой студии об очень серьезных вещах, что он кулаком ударил ребенка. В итоге, что с этим заявлением, которое вы написали? Карен тогда очень активизировался, приезжал чуть ли не в коленях, плакал. И он просил не давать ход действию дальнейшим Карен этому просил. заявлению. Да, я не стала настаивать на возбуждении. Уголовного дела вы забрали заявление? Да. Карен, это правда, что вы не пустили домой? Именно Кристину, да, я не пускал. Дочь я готов был забрать. Как-то дочь без матери. А вторая дочь? У второй дочери есть дом. Вы задели ребенка, когда ударили? Нет. У нее, у первого ребенка инвалидность. И этому ребенку она также хочет сделать инвалидность.
Ты вообще в своем уме? С что каким ты говоришь, диагнозом вы лежали Ты в больнице? в своем Так, подождите, уме стоп, именно стоп, это и стоп. хочешь сделать. Я Во-первых, просил не без кричи. эмоций. Ты именно это и Ты не хочешь кричи, сделать. Кристин, с не каким... надо. Ничтожество. Стоп, с каким Это- диагнозом ребенок лежал Смотри, в кто больнице? ты, Мы- Ничтожество. Так, стоп. Посмотри, что ты сделал, до чего ты довел всех. Кристина. Кристин, с каким диагнозом ребенок ваш пролежал в больнице 21 день? Маленький. Черепно-мозговая травма. Я ребенку травму не наносил. А кто нанес ребенку За что ты травму? прощения тогда просила? Почему ты просил А у тебя есть заявление доказательства, что я просил прощения? Вот я все свои слова подтверждаю бумагами. А у тебя есть доказательства? Я хочу понять, а кто ребенку нанес травму? Мать и нанесла травму. Как? Я? Там стояла сушилка для белья. Она дернулась и ударила головой ребенка об эту сушилку. А дернулась почему от она чего? дернулась? Потому что неадекватная. Есть письмо уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области, Так. в котором четко сказано, что есть мнение врача-психиатра о психическом здоровье Кристины. Ну, мы до Кристина этого очень Нет, подожди, жестоко мы до обращается. этого Я потом дойдем. объясню. В той ситуации был какой-то конфликт между вами? Он же был? Психически ты Конфликт не был, Она да. дернулась. Психическое ты. Ваш вариант, наверное. что она Главное, чтобы ты дернулась и спокойный головой ребенка ударила в какую-то сушилку. Да. И таким образом нанесла ей Да, черепно-мозговую именно так и было, травму. Юлия, да. Но конфликт между вами в тот момент был? Конфликт был постоянно у нас с ней. Кристин, суд определил порядок общения ребенка с отцом. У вас уже больше 20 нарушений. Объясните, откуда у вас 20 штрафов? Они незаконные, эти нарушения штрафов, Это которые что я значит незаконные? планирую А почему вы их не обжаловать. обжаловали? Смотрите, у нас была ситуация. Я детей повезла в прошлом году в санаторий отдыхать, вот, в город Ессентуки. У Миланы проблемы с кишечником, как бы она страдает хроническими запорами, и он об этом тоже знает. А я говорю, я ее с собой тоже беру. Он стал говорить, что я поеду с вами. Я говорю, нет, говорю, с нами ты не поедешь, я поеду одна с детьми. Он сказал, ну тогда я тебе устрою. Написал заявление судебным приставам, чтобы меня привлекли к административной ответственности. То, что якобы я с ним не согласовала поездку. Вот что я сделала плохого для ребенка. То есть мне надо было ее не повезти. Другой момент. Ребенок заболел. У Миланы температура высокая. Я, естественно, вызываю такси, беру документы, еду в больницу. У нее высокая температура, под 40. Вот. Он об этом узнает, что я с ребенком в больницу. Опять же, пишет заявление, что прежде чем поехала она в больницу, она со мной не согласовала. То есть у ребенка 40, я должна сначала позвонить ему и спросить разрешение, могу ли я повезти ее в больницу. Слушайте, у вас в суде был адвокат? Да. И он вам позволил подписать вот эти условия? Александр, Подождите Нет, секунду. на суде по порядку общения нет, я была одна. Ну вот я про это и говорю. Зачем вы такую глупость сделали? Давайте посмотрим на экран, чтобы понять, как проходит встреча Карена с дочерью. дочка, привет. Ты не хочешь к папе? А почему, зайка? Скажи папе, почему? Я ребенку не разрешаю на Снимайте. Так, это препятствие. Татьяна Васильевна, зафиксируйте. хочет просто, чтобы снимали. Меня это не волнует, зафиксируйте. она Это в прошлый раз же препятствие. Это снимала. препятствие. Препятствует. Мы Тем, сейчас что она спросим, закрывает если дверь. ребенок пойдет, Видеосъемку в нам прошлый раз вы едем с вели? Вели в прошлый раз видеосъемку? Я в прокуратуру обращусь. Миланочка, ты поедешь с папой гулять? Дочь, Не плачь. дочь, ты не пойдешь с папой? А почему ты скажешь, ты боишься папу? Папа уйдет, папа сейчас уйдет. Мы его наведем. Папа злой? Это тебе мама сказала, да, зайка? Ну, понятно. А папа тебя любит, доченька. Миланочка, поедешь с папой? Мы сюда вас приглашаем. Я вот даже не знаю, как это комментировать. Я вот на вас двоих смотрю, думаю, и как это прокомментировать? Что один хорош, что вторая. Он задает Я вопрос пытаюсь ребенку. Это защитить. тебе мама сказала, что я злой? Ребенок честно отвечает «да». А вы одна внушаете ребенку эти мысли или нет? Вы сейчас с кем-то живете или просто с детьми, как мама? Нет, я живу с детьми. И у вас никого нет? Мужчина есть как у вас? бы у меня есть человек, который поддерживает, помогает. Но он с вами проживает или вы опять встречаетесь с ним? Нет, я не хотела бы личные вообще свою жизнь как-то аргументировать. это же напрямую потому что касается сюда я вашей пришла касается на детей. программу Этот мужчина живет с вами или нет? для того, чтобы защитить своих детей от этого человека. Хорошо, Для давайте, того, если чтобы вы не защитить хотите своих отвечать... детей от этого человека, вы должны идти в полицию или выйти в суд для того, чтобы лишить его родительских Так у нас прав. и идет из Чтобы он вопросы больше не судебные. появлялся. Если понимаете? Кристина не хочет отвечать на вопрос, это ее сожитель или просто молодой человек или еще что-то, давайте посмотрим сюжет, из него станет все понятно. Это вот наш дом, в котором мы живем. Мои дети, Вероничка, старшая дочка, и Миланочка. Иди сюда. Это
Это Кирилл, очень близкий человек, который защищает меня с 2 детьми. Мужское плечо ей нужно рядом, я помогаю. А вот это вот, кстати, у нас очень неприятное воспоминание. Результат побоев отчима. Меня он взял за грудки и ударил головой об эту дверь. У детей есть все как бы необходимое, как бы еды предостаточно. Здесь куриный супчик их любимый с буковками. На ужин у нас рис и маленькие такие купатики. Они их очень любят. Это вот комната моя и Миланы. Книжечки она, кстати, очень любит читать. Милашечка, а покажи, какая у тебя любимая книжечка? Как сказка называется? Теребушка. Теремок. Давай пальчиком покажем, кто в теремочке живет. Мышка. Это зайчик. Это лисичка. И серый волк зубами. Щелк. Здесь вот комната Веронички. Я люблю рисовать очень сильно. Это я маму нарисовала. А еще, давайте я вам покажу. Тут моя копилка с денежками. Я зарабатываю сама. У меня бизнес камни лечебные продавать. Каждое воскресенье мы ходим в храм, пытаемся как-то детям это привить. Всегда у нас горит лампадка. Пойдемте сожжем. Можно я зажгу? Пойдем. Милан, как в храме молимся там? Покажешь? Нам очень с мамой и сестрой живется очень дружно. Особенно я очень сильно маму люблю. Я ей за все благодарна. Я очень сильно ее люблю. И сестренку тоже. Кирилл, который в сюжете сказал, что он ваше плечо, тыл, опора. Так он друг или мужчина? Близкий человек. Близкий человек. Близкий человек. Кирилл приехал в эту студию. Здравствуйте. Здрасте. Кирилл, так каких вы отношениях с Кристиной-то, я понять не могу. Ну, у нас достаточно близкие отношения, но мы не проживаем совместный быт, мы Александр, не ведем. он писал сам в объяснениях, что он сожительствует с Кристиной. И как Есть бы, документ, подтверждающий. Ну, я думаю, прекрати уважать надо всех перебивать в студии, да. И Не перебивать. выслушивать, А ты себя и уважаешь? слушать. Вы знаете о проблемах Кристины с Кареном? Конечно, знаю. Как-то пытаетесь помочь Кристине их решить? Ну, в плане мужского плеча, которое рядом. Вы мне о другом скажите. Вы сами где живете? Я где проживаю? Я в городе Муром проживаю. А где вы Я проживаете? работаю, я вахтой работаю. Подождите, ну вы где-то же живете? Я живу, с работягами, с мужиками. А сами вы откуда? Сам я с Урала вообще. Вот вы уже несколько раз в этой студии вслух сказали, что вы плечо надежное для Кристины. А я хочу узнать, что это значит. Ее некого защитить просто, и я нахожусь рядом с ними. А как вы ее защищаете? Отчим ее избивает, защищаю от отчима. У нас завязалась драка, он сломал ей нос. Физически? Да, физически. Она мне звонила, плакала, я приходил в эти моменты, и с отчимом, получается, мы То есть решали вы вопрос. телохранители еще и. А почему у вас конфликт с отчимом, Кристина? Вот теперь к этому вопросу. Конфликт вообще идет уже издавна. Он совершал попытки по домогательству меня. Мне было ровно 10 лет. Бабушка вмешалась, поэтому, то есть, самого там проникновения никакого не было. То есть были попытки. Бабушка вмешалась, потому что я испугалась, я заплакала. Вы маме рассказали об этом? Да, я рассказала об этом маме. И как мама отреагировала? Мама сначала не поверила. Потом бабушка ей подтвердила, рассказала. Вот Галя говорит, что ты делаешь с этим. После того, как бабушка подтвердила ваши слова, как мама поступила? Мама должна была пойти в полицию, написать заявление, и ваш отчим до сих пор должен был сидеть в тюрьме, Вот, если к сожалению, что ничего предпринято не было. И поэтому... Со стороны мамы? Да, мама продолжала с ним дальше жить. Вот, и... А он домогался вас еще? Нет, потом ситуации не было. Потом, когда я стала уже постарше, я когда достигла возраста 18 лет, я написала заявление в Следственный комитет. Но Следственный комитет мне дал такой ответ, что сроки давности уже вышли. Вот. Я говорю, я раньше не могла написать, так как я была несовершеннолетняя. Сроки вышли, и как-то это дело вот так вот замяли. А кто вас выселяет из дома? Отчим. А как он может выселять? Так как мама часть дома свою дарственную долю оформила на отчима, да.
А не на вас? Нет, она лишила меня в будущем возможности иметь какой-то угол, меня и внучек своих. Ничего себе у вас отношения с мамой. Человек, который к дому вообще никакого отношения, Я получается, так не понимаю, что мама и отчим-то как раз на суде были против вас, верно? Мама ведет себя так, там, как ей ровно удобно. Вот. Дело Это в том, что что значит, они как сейчас удобно? последние года... У меня мама с папой развелись на фоне того, что у меня папа злоупотреблял алкогольными напитками, да. Сейчас папа ведет здоровый образ жизни, а мама стала очень часто выпивать. У нас из-за этого конфликты. И Я вот последний раз, когда у нас была драка, я просто, извините, мне, конечно, тоже была под эмоциями, я просто взяла и весь алкоголь, который у нас в доме был, я вылила в раковину. За что я на утро и получила. От кого? От отчима, да. Мгм. Да. 2 раза было написано заявление, 2 раза он меня побил. Но в итоге ему что-то грозит, отчиму вашему? Ну, конечно, его будут привлекать к уголовной ответственности. Слушайте, Он ну, нос вам сломал? Да, сломал он нос. В пока этот он- момент вмешался Кирилл. Кирилл ему в порыве сломал нос, но так как он защищал. Пока отчим не в тюрьме, он с вашей мамой к нам приехал сюда. Давайте их выслушаем. Особенно история про дом меня интересует. Добрый день, ведущие, студия. Садимся, пожалуйста. Даже так вы с дочкой рядом сидеть не хотите? Нет. Ничего себе. Это Ну, почему? просто здесь все, что мы слышали, здесь столько лжи, вы просто не представляете. То есть вы, дочке, не верите, что ваш супруг домогался ее в 10 лет? Нет, конечно. А маме тоже не верите? Так никакого разговора от мамы в мою сторону и не было. Я в этот день была в роддоме, младшего родила. В это время моего мужа просто не было Он дома. вечером приехал. Он был у своих родителей. Я на не 18 лет обратилась, а в 24 года она обратилась в Следственный комитет. После Таскали нас по 18 Следственному лет. комитету. Было Всех таскали. проведено Проведена проверка расследование. была. И не нашло никакого подтверждения это все. Мы испытали Она свой выбор шок и все сделала. остальное. Это А только почему вы дом... представить. Послушайте, а почему вы дом-то переписали на своего супруга, А я не на объясню дочку? сейчас, почему я переписала. Я это сделала намеренно. Я еще уговаривала мужа, чтобы согласился. Чтобы... Я не переписала, я дарственно ему оформила. Он не хотел. Просто когда начала она вот такие кипы заявлений писать в полицию, и у нее бредовая идея посадить его. Вот просто бредовая идея. Он здесь никто, он никак. И Слушайте, но такие бредовые идеи никогда не берутся из ниоткуда. У всего есть это из почва. ниоткуда. А? Это ее плод больной фантазии. Больной просто. Слушайте, И когда, то есть вы хотите сказать, что сломанный нос тоже больная фантазия? Я сейчас до него тоже дойду. Нет, вы дойдите прямо сейчас до него, пожалуйста. Сломанный нос, это было, она описывает от 18 марта этого года. Ну. Там есть даже видео, когда мы сидим на диване, она набрасывается на мужа, вот этот сожитель сбоку, как шакал, подходит и начинает бить моего мужа. И они его пинают на полу вдвоем. Я бежала за соседом, у нас дом на 2 семьи. И сосед уже, разнял. Вот это и было. Может быть, и был сломанный Кирилл нос. живет сейчас там? в Он этом и жил, доме? он с октября месяца пришел к нам домой. А вы-то куда съехали сейчас? К его родителям. И вы их выселяете по суду? Да. Ее, Мы подали да. в суд на Детей выселение. нет. Детей мы хотели Детей мы не оставить. выселяем. Мы ее выселяем с такими отношениями. А домой-то вы вот почему эти попасть все... не можете? У меня очень Я важный сейчас можно вопрос. еще скажу? Подождите, вот эти все ваши скандалы, драки, Все это при ломание детях. носов, это все при детях? Это все при детях. Причем Да, она к детей как сожалению, щит да. выставляет вперед. На экран посмотрим сейчас. Просто от твоих обратись. Психиатрическом состоянии твоего здоровья. Да, обратись. Да. Проверим. И у тебя были болезни? Да, конечно. Дверь закрыла. Вышла отсюда, убежал в свою комнату. Бежишь ты сейчас, полностью. Убежал отсюда. Сейчас прям вот это ты живу. Ты поняла меня? Снимаю. Я тебя посажу в тюрьму. Будешь помирать или хотя бы не внучка, не племянник, не близко, поняла? Прийти в чужой дом и говорить, что это мое. Ты меня должна была в этот дом списать. Ты меня! Тебе позор. Ты позорница, понимаешь? Пошел вон ты отсюда. Иди скажи мне один, идем. Скажите, иди встань, без детей, скажи. Вот этот сожитель бьет мужа, ломает ему руку, нос, сотрясение мозга. первое, Все это один ее вопрос. когда ему ладно, лупил зачем по ты голове. Слушайте, а вам вообще все равно? Вот только меня из всей вашей компании Это трогает, всё при что детях маленькая делается. голая девочка сидит у вас на руках при абсолютно чужом Можно я мужике. скажу Вам еще Кирилл больше? этот кто?
Почему у вас маленькая Я пошла четырехлетняя купать детей, и произошел девочка сидит конфликт. абсолютно голая при чужом мужике? И этот же посторонний мужчина, который якобы не проживает, он ходит подмывать девочек 4 или 8 лет. Вы На что я знаете, ему сделала Саша, замечание. Нормально, что ли? Секунду, Саша. Я нормально, я вам кстати, делала замечание по этому важный поводу. вопрос. Кирилл, а у вас есть свои дети? Есть. Сколько? 2. А где они? Ну, живут на Урале. На Урале. А вы им алименты платите? В данный момент нет. задолженность какая у вас? Задолженность ее рассчитывать надо, потому что жена сейчас бывшая хочет алименты высчитать за тот момент, когда мы были в браке. То есть мы Правильно сейчас делает, она имеет право на это. рассчитали он долг, обеспечивал когда я, всем когда я необходимым. полностью обеспечил, получается, так, их, либо так должно оставил быть. квартиру двухкомнатную. А я одного не понимаю, Кристина. Вы хотите, чтобы ваш бывший платил алименты? Вы не разбираетесь И вы в говорите, ситуации. что он должник и такой-сякой плохой. А вот этот вот мужик, который сейчас с вами живет, А я не взыскивала он типа алименты неплохой, за но тот не период. платит детям алименты. Ну и нормально, и правильно делает. То есть вам тех детей не жалко? У них другая ситуация. Какая другая У них ситуация? другая ситуация. У них У нас точно такая же ситуация. Им папа не платит алименты. Слушайте, вы сначала произвели впечатление женщины адекватной. Теперь с каждым словом вы себя зарываете и зарываете. Давайте так, по факту, ваша мама, будучи собственницей, подарила свою долю своему мужу. Да, Все. осознанно. Это уже не обсуждается. Муж, как хозяин в этом доме, подал в суд на выселение вас из этого дома. Вас выселят, можете даже не сомневаться. То, что они оставляют там детей, не собственниками, а прописанных, да, честь им и хвала, но дети там жить не могут без мамы. Моя дочь прописана у меня. А да. Другой Вероника, ребенок у где другого прописан? отца прописан. Дети не прописаны. Она не дети дала, она не прописаны. Дети не разрешила прописаны прописать. Так Хотя вообще, по о чем мы закону тут я могла говорим? туда Послушай, прописать. вот это вот так я 10 раз спросила, что значит вот это мужское плечо. Да не от кого было бы защищать, не было бы ни скандалов, ни драк, если бы это мужское плечо просто тупо снял квартиру. Вот и все, что он должен сделать. Юль, я скажу больше. Да У нее это была чудовищно квартира. вообще. У нее была квартира. Ей отец подарил квартиру, которую И она где просто... Она ее продала, купила машину. Машину тоже продала. Ни квартиры, ни машины у нее нет. Хотя у нее даже прав нет, в принципе. А деньги от машины? А куда вот ее девать? спросите, вот ей вопрос Кристина, скажите, задайте в нашей пожалуйста, студии. вы работаете? У нее была квартира, она Вы могла Мама не найти. работаете? трудоустроена. У меня ребенок по уходу за ребенком. Она никогда а не сколько лет работала. вашему ребенку? 8. А у вас ребенок на инвалидности? Но при этом ребенок ходит в сад свободно. Вы нас очень просили, чтобы мы сходили в опеку. Мы в опеку сходили. Мы с ними поговорили, да. И из того, что сказала нам опека, становится совершенно понятно, что они не в курсе дел вообще. Они не знают о ваших проблемах с выселением. Они не знают о проблемах детей, которые вынуждены на себе терпеть все эти скандалы и издевательства со стороны взрослых. Поэтому давайте послушаем комментарии опеки и, еще раз говорю, поставим им в вину их неведение, поскольку если мы знаем, они могли бы узнать точно совершенно. Но вот теперь они знают. И знаете, что начнется? Они начнут прикрывать свои тылы. За ваш счет, разумеется. Давайте глянем. С семьей Кристины Боржовой я знакома в рамках процесса судебного по установлению места жительства ее маленькой дочери Тунян Миланы Кареновны. Нас приглашали органы опеки для дачи заключения по факту установления места жительства несовершеннолетней с папой. Так как было обследование места жительства и Кристины, и папы Карена, и было установлено, что по адресу проживания Боржовой Кристины созданы все условия для проживания несовершеннолетней, то заключение органа опеки было о том, что считаем нецелесообразным проживание несовершеннолетней Тунян Миланы с папой. И считаем, что девочка должна проживать с мамой. Я Кристину по адресу и месту жительства посещала только в рамках процесса об установлении места жительства для осмотра условий, чтобы специально проверять ее, например, в качестве неблагополучия. Такого не было. И на учете в органах опеки Кристина не состоит. Кристина за помощью к нам не обращалась. А что касается защиты прав и интересов детей, у которых есть родители, это прямая обязанность их родителей. Если Кристина переживает о безопасности своего ребенка, то ей надо обращаться в полицию, в органы внутренних дел. Сотрудники органов опеки говорят абсолютно шаблонные фразы, это ясно. Но у меня на ваш счет есть одна хорошая история.
Судья, один умный судья, рассматривал дело. Вот такой иск между мамой и папой. И он спросил у отца, он говорит: отец, скажите, пожалуйста, вы своего ребенка любите? Он: ну, конечно, я обожаю своего ребенка. Я пришел в суд отстаивать свои законные права и интересы, и чтобы общаться с этим ребенком. Мама, скажите, пожалуйста, а вы своего ребенка любите? Ну, как вы считаете? Я мама, конечно, я обожаю своего ребенка. А как вы считаете, мама и папа, ответьте на вопрос: я люблю вашего ребенка, я судья? Ну, конечно, нет, вы его даже не видели. Так почему же вы, люди, которые так любят своего ребенка, позволили и допустили, чтобы я, человек, который его даже не знает, решал его судьбу? Вам здесь не нужны ни органы опеки, вам здесь не нужны адвокаты, я считаю, не нужны прокуроры, никто. Вам нужен максимум профессиональный медиатор. Скажите, посредник в проведении переговоров между вами. Вам надо договориться, не эскалировать конфликтную ситуацию. Вам медиацию предлагали где-нибудь? Сейчас это распространено в опеке, в прокуратуре, в суде. Да, с Москвы органы опеки звонили, предлагали. Тунян отказался. Вы забыли, ради чего весь сыр-бор. Забыли просто. Это типичный случай, когда вы деретесь между собой, а ребенок страдает. А вот с вашего разрешения мы как раз поговорили с ребенком, с Миланой. Давайте посмотрим. Это Карен, это его лицо. Ну, Карен — это мой папа, да. Я его не люблю, потому что он плохой. Он на маму нападает. Ну, он начал нервничать. Ударил он по голове маму. Вот так. Вот раньше он был хороший, я по нему скучала, а он не приезжал. Плохо. Собачку он мне подарил. Ничего больше. Только я потом грустила, потому что он мне совсем одну подарил, а не много. Я боюсь, что он у мамы меня заберет и потом убежит. Я только хочу с мамой жить и сестренкой хочу только мыть. Я люблю только папу, который Кирилл, еще папа и Егор. У нас есть папа Егор. Кто такой папа Егор? Папа Кирилл и папа Егор. Ну, Кирилл мы уже поняли, кто. А Егор это кто? Егор – это мой давнишний знакомый. Мы много-много, больше 10 лет. Нет, больше 10 лет знаем. Я с его родителями хорошо общаюсь. Вот, папа Егор, папа знаем. Кирилл. И не папа Карен. Вы говорите очень красиво и складно. На определенные вопросы вы категорически не отвечаете, но вы помните статьи, в какой день, вот я подметил для себя, в какой срок их вынесли были эти постановления. То есть то, что вам нужно, вы аккуратно помните. Но, в общем, модель, вот, которой вы пытаетесь навести порядок в вашей семье, она не рабочая модель, потому что нужно все равно при всем при этом учитывать обычные человеческие качества. И, конечно, отец Карен, который, ну что тут говорить, у вас не то, что договороспособности нет, ваша агрессия, она видна. То есть вы забираете вот эту возможность нормального детства у ваших детей. Не нужны вам здесь адвокаты, не нужны вам суды. Вам нужен профессиональный посредник в проведении переговоров. Медиатор. Карен, вы готовы пойти на медиацию? Нет. Нет, Кристин. Я и предлагала договориться и в суде, и по-всякому. А но почему он Карен не категорически хочет идти? против. Почему вы не хотите договориться? Потому что это бесполезно, Александр, бесполезно. Да ты не пробовал, То есть пока вы не попробовали, можно было бы дать шанс, но вы не хотите давать шанс. Нет, я не хочу. Есть решение суда, которое она обязана послушайте, исполнять. вот я тогда буду говорить не как медиатор, а как адвокат по семейным делам. Вы сейчас тем самым, на мой взгляд, проявляете свою недоговороспособность. И вам, Кристина, я рекомендую направить в адрес Карена предложение официальное о проведении процедуры медиации. И пусть он официально вам в этом откажет, и вы покажете это в суде. И как он проявляет договороспособность, в кавычках, как отец, в интересах несовершеннолетнего ребенка. Подумайте, Карен. Скажите мне честно, Да. вот как ведет себя Карен и в этой студии, и при встрече с ребенком, это мужское поведение? Это поведение человека, который хочет видеться. Это поведение ребенка, который кричит «дай, а то закричу». Давайте перейдем во взрослую плоскость. Вы можете сейчас своему другу сказать, что было бы неплохо принять предложение. Было бы неплохо. А? Было бы неплохо. Карен. Я не спорю.
Просто Хорошо, давайте попробуем. Давайте Вы попробуем. согласны? Да. Вот дайте руку, пожму. Спасибо вам огромное, честно. Он избил нас, жену покалечил. Что от него ждать завтра, я не знаю. Это же родной брат вашего мужа. Совсем не дается своей Аленой, сожительнице нам жизнью. Залупили палками, меня и мужа. А вот зачем все это происходит? Он потребовал 2 миллиона. Сказал, выходи за дом. И обещал убить 4-летнего ребенка. Если вы вышли сразу с перцовым баллончиком, Вы такая вот маленькая какая-то. ну, Говорят, Да что она вы... дубинкой, знаете, как управляла? Это моя квартира. Половина квартиры ваша. Он получил полдома. Ты Что ты дергаешься, послушай меня бросочек? сюда. Он достал уже их, Еще не достал. и он их поубивает. Уйду на работу, и он поднется, жену додушит, добьет. У нас есть свидетель той самой драки, о которой мы сегодня столько слышали. Она приехала в студию.